Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Сегодня я готовлю блюдо вот дешевле и проще, и доступнее не бывает. Алио и олио. Алио – чеснок, олио – оливковое масло. Это два основных ингредиента этого блюда. Ну, еще нам нужны макароны, немножко соли, перца. Но я думаю, это есть у всех. То есть, самое минималистичное итальянское блюдо, которое только есть. Да? И оно волшебно интересное в приготовлении. Поэтому, что, поехали, да? Я беру чеснок, и мне нужно примерно 4-5 зубчиков чеснока. И я делаю следующее. Я его чищу, как всегда, как обычно. И секрет состоит в том, что нужно резать чеснок как можно тоньше. Ну, настоящие пуристы сказали бы, что я лох, да? Так, я включаю воду. Вот что у меня получилось. У меня еще есть острый перец чили. Значит, некоторые добавляют, делают алио-олио с петрушкой, ее тоже мелко рубят, но я считаю, что это, ну, как бы не годится, не нужно. Включаю на медленный огонь сковороду и добавляю довольно много оливкового масла, я думаю, грамм 40-30. И я кладу весь мой чеснок в оливковое масло. Значит, моя задача состоит в том, чтобы чеснок не стал коричневым, да, просто выпотел и отдал весь свой аромат маслу. Поэтому это блюдо нельзя от него отвлекаться, да, ты повар постоянно должен быть вовлечен. Вода у меня закипела. Так. И теперь я ее подсаливаю. Это единственная соль, которую мы добавим, поэтому воду солим довольно щедро. Ну, где-то столовая ложка с небольшим. Чеснок начинает у меня пузыриться. Я уменьшу огонь до минимума. Подходит любая длинная паста. Я беру баветто. Готовится на 10 минут. И мы делаем следующее. Я беру примерно по одной такой, где-то здесь 80-100 грамм на человека. Некоторые люди, повара, очень красиво, как такую пасту, так она у них веером расходится. Я так не умею, поэтому я по-рабоче-крестьянски просто ее запихиваю, когда она немножко становится мягкой. Так, теперь у меня чеснок томится. Паста у меня начинает вариться. И дальше очень интересно. Это блюдо готовится следующим образом. То есть, естественно, мы хотим получить аль денте. Да, я много раз говорил о том, что паста не аль денте, это не паста, а дрянь. Но время приготовления на этой пасте 10 минут. Поэтому 5 минут мы будем готовить пасту в кастрюле. А потом мы переложим ее в сковороду и будем доготавливать в сковороде. У меня короткий перерыв, да? Я немножко прибавлю огонь к чесноку и добавлю острого перца. Выбор количества перца индивидуален. Да? Я люблю достаточно острый, поэтому я не стесняюсь и добавляю много. Кому-то, может быть, покажется слишком острый, поэтому будьте внимательны сами с собой. Так, макароны у меня кипят. Чеснок у меня томится. Я еще прибавлю огонь. И вот сейчас уже пошел этот совершенно волшебный аромат чесночный. То есть чеснок и перец пропитают масло. А потом мы добавим воду из-под макарон. И по сути дела мы сделаем, как мы неоднократно я уже делал, мы сделаем эмульсию. За счет того, что вода из-под макарон, в ней много крахмала. Крахмал станет тем эмульгатором, который свяжет оливковое масло и воду. И мы получим этот совершенно волшебный кремовый обволакивающий соус, да, который ты думаешь, из чего он, да, из сливок, не из сливок, а на самом деле все очень просто и прозаично.
Главное следить за чесноком, чтобы он не стал чипсами, да? Если я пойму, что у меня вот чеснок вот-вот становится, зажарится, да, то есть вот пока он у меня очень хороший, я могу чуть-чуть половником добавить воды уже сейчас, не дожидаясь момента, когда я буду перекладывать макароны, и тогда я буду застрахован от того, что чеснок у меня не пережарится. 5 минут прошло, и я перекладываю, беру чуть меньше половника воды. И теперь выключаю здесь газ и перекладываю все макароны недоваренные. Я их перекладываю в сковороду. Вот теперь самое интересное. То есть я должен постоянно помешивать, следить, чтобы макароны были в воде. При этом мне не нужно, чтобы они в ней потонули. Да, но мне, тем не менее, нужно, чтобы они доварились. Вода с одной стороны выкипает, с другой стороны макароны ее впитывают. Чеснок у меня идеальный, да, то есть он абсолютно не желтый, не коричневый, не перегорелый. В общем, блюдо на самом деле очень увлекательное в приготовлении. Значит, еще про добавки. Существует множество вариантов алио и олио, да. Есть одна вещь, которую никогда нельзя делать с этим блюдом, нельзя сюда добавлять сыр. Поэтому никакого пармезана, грана падано и так далее нам сегодня не понадобится, тем более, что он кончится. То есть все 10 минут, пока это блюдо готовится, повар увлечен. Но время на бокал вина есть всегда, да? Красота. Поставлю тарелочки. У меня пока довольно много еще воды, но постепенно она выпаривается, макароны впитывают. Если вы понимаете, что паста суховата, добавьте еще воды. Но в итоге вообще все итальянские блюда, они не предполагают большого количества соуса, да? Вот это большое количество соуса, богачество, это такая американская тема, которая, на мой взгляд, неправильная и перебор. То есть соуса должно быть, он должен чувствоваться, да, но нельзя на бутерброд положить масло больше, чем хлеб. Вода выкипает, и соус становится таким более густым и обволакивающим. Пробую. Ну да, еще 2 минуты. Просто волшебство. Казалось бы, только что была вода, и вдруг макароны готовы. Почти что соус уварился. Надо чуть-чуть добавить воды. Так, последние 30-40 секунд у меня все готово. Смотрите, как красиво. То есть вот он соус, он прям обволакивает макароны. Как же мне нравится готовить. Это просто какое-то удовольствие, огромный праздник. На работу как на праздник, да? Как говорится, радость, труд, а не забава. Все. Смотрите. Вот что у меня получилось. Я отставляю. Вот что у меня получилось. Просто великолепно. Абсолютно. Сейчас попробуем, как в модных ресторанах выкладывают такой сосисочкой. Я считаю, что это, конечно, глупость, но... как горячо. Красота? Еще раз накручиваем. Вторую порцию, да? Ну, как-то не очень, конечно, получилось, но... у меня вилка же есть, да? Я же могу так вот раз... Почти что
как в ресторане. Ну, вот этим мы все испортили, но неважно. Короче говоря, я попытался, попробовал сделать красиво. И остатки чеснока я немножко выкладываю сверху. Можно я прямо здесь съем, да? Абсолютно фантастическая паста. Никакой жидкости, нету никакой маслянистости, да? То есть вот масло не отдельно. Оно абсолютно интегрировано в макароны. Нету жира, да? Вот ты не видишь этот жир, ты видишь просто красивую блюдо фантастично тем, что от него невозможно оторваться. Пока ты не закончишь тарелку, ты ее не поставишь. Люди, те, которые говорят, что ой, мы сыты, мы больше не будем, мы больше не хотим, дайте им тарелку такой пасты. Как же вкусная. Просто. Короче, даже если у вас есть 150 рублей, вы можете накормить свою семью вот этим замечательным блюдом. Потому что макароны стоят рублей 100, чеснок стоит 30, масло вам нужно на 25, ну, конечно, электричество или газ. Я не могу остановиться. Это просто совершеннейшая нечеловеческая фантастика. Макароны пикантные. Вот этот вот аромат чеснока, он просто я думаю, сейчас я вторую еще сажу. Общество чистая тарелка сегодня. Нет, конечно, извините, я такого никогда не делал. Ну, это просто нереальная вещь. Проще, вкуснее. Итальянцы молодцы. Подписывайтесь, ставьте лайки, пробуйте готовить. Есть и дорогие продукты, есть простые продукты, они не хуже, они требуют просто немножко больше внимания, немножко больше креативности. Хотя креативности здесь ноль, потому что этому блюду, наверное, миллион лет. Приятного аппетита! Просто фантастика.